Приветствую вас, любители бокса! Когда надо бить тот или иной удар? Шагом или без? Вложить всю массу тела или просто обозначить, какой будет лучший момент для удара? Уклон или нырок? Подойти ближе или рискнуть? Все эти сомнения возникают во время боя и не дают делать то, что готовилось во время тренировочного процесса, и одновременно показывают, что часть работы не доведена до конца. У нас в голове есть четкий образ правильного поведения тела, где оно выглядит каким-то образом. Так оно и исполняется согласно этому образу. Тренируя все это, мы пытаемся выработать привычку правильного поведения тела. Например, во время удара, для того, чтобы исполнить удар наилучшим образом, мы тренируем все движение, для того, чтобы получился хороший, сильный удар. Правильный шаг, адекватная дистанция, разворот – это все подготовительные движения, и логическое завершение – это сам удар, контакт. Тренировка удара протекает в идеальных условиях, при идеальном сочетании всех составляющих удара. Дистанция, координация движения, отсутствие отвлекающих факторов. Но мы заранее знаем, что в бою это будет происходить в условиях сильно ограничивающих возможностей. Среди них есть объективные условия и субъективные. Объективным мы противостоим. Это соперник, усталость, дистанция. А субъективные просто надо увидеть и убрать. Вот о некоторых из них я и хотел бы поговорить. Одна из них – это желание сделать движение правильно. И вторая часть – это сделать правильно движение. Есть определенное представление о том, как бить правильно. Выбирается один из способов, самый правильный на наш взгляд, и тренируется. И во время боя естественное намерение сделать его правильно, как отрабатывали на тренировке, неосознанно заставляет воссоздавать те идеальные условия, в которых тренировался удар. Или еще хуже, заставляет ждать, пока появятся подходящие условия. В итоге получается, спустя раунд боксер, ожидая подходящих условий или пытаясь их создать, продвигался, не нанеся ни одного удара. Тренеры заметили, что старание сделать все правильно или сделать все каким-то образом сковывает атлета, когда он красавчик на лапах и гений на мешке, но неуклюжий истукан в парах. Само наличие этого старания, это намерение, отвлекает внимание. Значит, атлет держит это в голове, думает об этом, но помимо этого удара есть еще другие удары. Есть защита, передвижение, план на бой, возможно и план на вечер. Получается, все то, что происходит в голове, отвлекает от того, что происходит на ринге. И получается, логичное желание сделать все наилучшим образом сковывает и отвлекает. Парадокс. И следующая часть – это намерение сделать хорошо движение. Все движение. Шаг, толчок, разворот, удар. Как-то забылось, что главное это удар, а все остальное только подводящие действия. Да, облегчающие, усиливающие и все такое. Но не цель. Главное ударить, а не поставить красиво ногу и плечо. И как и в первом случае, сам удар приносится в жертву. Понятно, что это происходит неосознанно. И боксер из всех сил старается, чем себя и ограничивает. И когда тренера увидели эту проблему, они запретили своим подопечным думать о том, как наносить удар и о том, что его надо сделать правильно. И вообще, чтобы не думали о том, как это делать, а просто доверились своему телу и делали удары, не заботясь о том, как делать. И даже набравшись смелости, позволили себе делать это неправильно. И начинается чудо. Голова больше не загружена тем, что и как делать. И, как ни странно, удары делаются правильно. Я бы даже сказал, что надо еще постараться, чтобы сделать неправильно. Тысячами повторений мы научили тело двигаться чуть ли не на клеточном уровне. Так появляется уверенность, определенная свобода и даже импровизация. Это уже другой уровень бокса. Это отличает артистов бокса от простых спортсменов и превращает бокс в боевое искусство. Кто-то возразит, это же просто доведение до автоматизма. И именно так. Это оно и есть. Но помимо того, что доведение до автоматизма вырабатывает привычку у тела правильно двигаться, возможно, более главной задачей автоматизма является именно автоматизм. То есть избавление от необходимости думать, держать в голове, что и как делать. Как только увидели возможность, рука уже летит. Время на обдумывание – 0. Реакция мгновенная. Увидели – реакция. Увидели – реакция. Получается.
Чем больше работает голова, тем меньше работают руки и медленнее. Сейчас сделаю это, ногу поставлю туда, выдерну, встречу. Это так не работает. Глаза смотрят, а руки бьют. А куда бьют и когда бьют, это опять автоматизм, отработанный на тренировке. Все на рефлексах. Даже финты и обманки отрабатываются до автоматизма. Ударю по животу, ударю по животу. Теперь покажу по животу и ударю в голову. А что ударить? Прямой или боковой? Все это не обдумывается, все это просто делается, обходя голову. И здесь нет ничего секретного, что скрывают тибетские монахи. Никакой магии. Это обычная способность мозга оптимизировать движение, экономить энергию и время. Часто повторяющиеся движения или серии движений мозг объединяет одним центром управления, одним импульсом и превращает в одно движение. Это как когда учишься ездить на машине. Такое сложное движение, как переключение скорости, состоит из массы движений руками, ногами. Тут нажать, там отпустить, поменять положение. Вначале это набор разных действий, но по мере повторения мозг объединяет все это в одно движение. Даже восприятие это выглядит как переключение скорости, как одно действие, а не как набор действий. Нажимание на педаль, отпускание другой, переключение рычага, а потом все наоборот. Из этого примера видно, сколько сил, времени и, главное, внимания требовало это действие до того, как довелось до автоматизма. И как легко и, главное, практически без внимания, молниеносно происходит действие, доведенное до автоматизма. Только появилась необходимость, сразу начинается действие. Это оптимизация, это тот автоматизм, которого мы добиваемся многократным повторением. В этом автоматизме есть еще один сюрпризик. Иногда глаза и руки сами решают, что делать. Особенно во время работы на больших скоростях. Или, к примеру, в ближнем бою, где сначала бьешь, а только потом понимаешь, что бьешь. Как будто то, что ты отрабатывал, сработало не потому, что я решил это сделать, а потому, что сложилась подходящая ситуация, и тело или подсознание, не знаю кто, но главное, без моего участия это сделал, и сделал наилучшим образом. В боевых искусствах есть принцип использования рефлексов, натуральных, когда используются натуральные врожденные рефлексы, как, например, поведение тела во время испуга, или наработанных, когда путем многократного повторения движение превращается в рефлекторный паттерн. Попробуйте резко дернуться в сторону боксера, даже в обычной бытовой ситуации. Я уверен, 80% из них или выбросит, или вытянет переднюю руку вперед. Связано это с тем, что обдумывание или мыслительный процесс – это довольно медленный процесс. А рефлексы – это другой уровень поведения. Из цепи поведения, где сначала увидели, затем подумали, а затем среагировали, убирается самая большая и медленная часть. Это обдумывание. И осталось увидел, среагировал. И все эти сказки про Шаолинь перестают казаться такими сказками, когда осознаешь возможности таких механизмов. После всего этого появилось четкое понимание, что тренировочный процесс должен создавать новые рефлексы. То есть действия надо доводить до автоматизма, чтобы потом во время боя не отвлекаться на инструменты, а пользоваться ими. Чтобы внимание не отвлекалось на всякие детали, чтобы не думать, что и как делать, и не планировать, в то время как ситуация боя уже поменялась и поезд уже ушел, а чтобы реагировать на реальную ситуацию в моменте и импровизировать. Времени думать нет. Увидел, ударил, увидел, среагировал. Все. Еще одна небольшая суперспособность, которой мы пользуемся постоянно, но не придаем ей такого статуса. Это глазомер и его помощник вестибулярный аппарат. Еще один инструмент, который мы могли бы использовать. Что это такое? Глазомер – это способность человека измерять окружающий мир глазами. Размер объектов, их расположение в пространстве и в отношении друг друга, траектория и скорость их движения. А вестибулярный аппарат – это физиологическая система организма, определяющая положение тела в пространстве. Глазомер сканирует пространство, дает координаты, а вестибулярный аппарат располагает тело в пространстве согласно этим координатам. В боксе есть способы, помогающие определить дистанцию, но по большому счету в них нет необходимости. Глазомер на дистанции до 5 метров дает погрешность в среднем 2-5%. Это средний показатель и у людей нетренированных. Так говорит наука. А на дистанции, на которой ведется бой, это максимум 1,5 метра,
погрешность будет максимум 5 сантиметров. Считай 0 погрешностей. Можно сказать, ощущение дистанции – это врожденный дар у всех людей. И, как любая функция, ее можно усовершенствовать. Нет необходимости придумать что-то еще. Глаз будет достаточно для определения дистанции. Это может звучать как фантастика. Но не верьте мне, проверьте. Выберите место, куда будете бить. Теперь подойдите на дистанцию, как вам кажется, где уже можно достать. И ударьте. Вы будете удивлены. 100% из 100 дистанция будет идеальная. И плюс к этому не надо думать, как расположить тело или куда поставить ногу. Можно просто следовать за ощущением дистанции, довериться глазам, и вестибулярный аппарат сам на уровне подсознания в обход сознательных расчетов и без потери времени поставит ногу и тело туда, куда надо, намного точнее, чем если бы это происходило под моим чутким контролем, а может даже выкинуть что-нибудь новенькое, никогда не виданное. Мораль всей сказки такова: чтобы работать быстро и расслабленно, импровизируя и фантазируя, как лучшие боксеры, во время тренировочного процесса доводим движение до автоматизма, превращаем его в рефлекс. А когда уже вышли на ринг, какой бы багаж и уровень бокса у нас не был, будет лучше, если боксер забудет все, что он знает, не будет думать ни об ударах, ни о дистанции, ни о том, что правильно-неправильно. Будет лучше, если он сконцентрируется на моменте и позволит телу работать так, как получится, так как стараться уже поздно. Все, что можно было сделать, уже сделано. И, как говорится, перед смертью не надышишься. Но можно попробовать не мешать себе, довериться тому, что тренировали, и телу, не думать о результате и наслаждаться моментом. Такой оптимизм снимет ответственность, сэкономит силы, позволит работать свободно и максимально эффективно. Дорогие друзья, я думаю, вы со мной согласитесь. Лучше иметь в своем арсенале мало ударов и приемов, которыми владеешь в совершенстве, чем много, но которыми не умеешь пользоваться. И как говорил всеми любимый и уважаемый Брюс Ли, я не боюсь того, кто практиковал 10 тысяч ударов один раз, я боюсь того, кто практиковал один удар 10 тысяч раз. Дорогие друзья, на этом все. Пока.